Итак, для начала нам необходимо 3 мерки. Снимаем их с головы ребенка. Посмотрите, первая мерка – это обхват головы. Вторая мерка – это расстояние от уха до уха через лоб, так, чтобы само ухо прикрывалось сантиметровой лентой. И третья мерка – это длина косынки. Длину выбирайте любую, какую пожелаете. Хотите небольшую, хотите до плеч, до спины, да хоть до талии. Итак, начинаем строить выкройку. Первая мерка – это расстояние от уха до уха. В моем случае это 38 сантиметров. Такую мерку я и откладываю. Без всяких припусков, так как буду шить из трикотажа, а это тянущийся материал. Следующая мерка – это длина косынки. В моем случае это 30 сантиметров и плюс 2 сантиметра на обработку переднего шва. То есть я откладываю 32 сантиметра. Далее я провожу от основания косынки 2 перпендикуляра по 25 сантиметров и соединяю их концы с меткой длины нашей косынки, придавая вот такую вот округлую форму самой косынки. Далее смотрите, обхват головы в моем случае 52 сантиметра минус 38 расстояние от уха до уха. Получается, осталось 14 сантиметров. Убираем 2 сантиметра, получается 12 сантиметров. Такой длины резиночка мне нужна, а ширину резинки я возьму 2 сантиметра. Также из основной ткани необходимо выкроить прямоугольник длиной 20 сантиметров и шириной 6,5. Все, наша выкройка готова. Посмотрите, как легко и просто это получилось. Итак, я выкроила 2 детали из кулирки 100% хлопок. Деталь основной косынки и завязку. И я считаю, что косынка из трикотажа намного удобнее в носке для ребенка. Складываем нижнюю деталь пополам и сошьем ее по длинному краю на оверлоке. А вот этот закругленный наш срез косынки мы обработаем также на оверлоке роликовым швом. Завязку я буду сшивать на оверлоке широким 4-ниточным оверлочным швом, игла для трикотажа орган номер 75. Основание косынки я подгибаю внутрь на 2 сантиметра и буду прошивать на распашивальной машине по лицевой стороне. Посмотрите, для красивой строчки я начинаю шить на отрезке ткани, а после продолжаю уже по самой косынке. Шью, ориентируясь на метки на металлической пластине. Левая игла должна попадать в край подгиба. Если что, лишнюю ткань всегда можно подрезать. Вот посмотрите, я подшила верх косынки. А закругление обработала роликовым швом. Теперь нашу завязку выворачиваем на лицевую сторону и внутрь с помощью булавки будем вставлять резинку.
Концы резинки с двух сторон закрепим с помощью машинной строчки. Мы пришили резинку, а теперь будем собирать саму косынку. Внимательно следим за моими руками. Таким образом, все швы остаются закрытыми внутри. Теперь то же самое повторяем с другой стороны. И мы вшили нашу резиночку. Посмотрите, все швы действительно закрыты и находятся внутри косынки. А тем временем наша косынка уже готова. Посмотрите, как легко, просто и быстро мы шили такую замечательную и удобную косыночку. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.